Большая война началась, удары по столице, ликвидация главнокомандующего, ввод чрезвычайного положения и срочная отмена мероприятий. Конфликт уже коснулся всех стран региона. Что будет дальше, расскажем. Громкое заявление президента про выборы собирается нарушить Конституцию или это призыв к перевороту? Разберемся в деталях. Россия провалила операцию. Москва под шумок готовит крупное наступление в Украине, но их планы оказалось легко обнаружить. Аналитики рассказали детали российского прорыва. Президент на допросе по делу Эпштейна чистосердечно рассказал все, что знает. Кто теперь может лишиться должности? Об этих и других самых главных событиях субботнего вечера 28 февраля. Все правильно делаете, досмотрите до конца, ведь специально для вас мы отбираем самые важные и интересные новости. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. В региональный конфликт превратился превентивный удар по стране с огромным ядерным потенциалом. Мир замер в ожидании ответа, реакции, взрывов, и они последовали. И мы сейчас об этом расскажем все. В Израиле введен режим немедленного чрезвычайного положения. Официальное название операции «Львиный рев». Это операция против конкретной угрозы, направленной против нас. В последние месяцы мы выявили, что режим продолжает продвигать наступательные планы против государства Израиль, сосредоточенные на восстановлении и ускорении производства баллистических ракет, производстве, укреплении и сокрытии ядерной программы, а также на дальнейшем формировании и продвижении плана по уничтожению Израиля. В Тегеране атакованы ключевые цели, сообщается об ударах по зданиям разведки и объектам Корпуса стражи Исламской революции. Появляется информация о попытках точечных ликвидаций. Кого именно и с каким результатом, пока не ясно. Израильская сторона подтверждает пока только смерть главнокомандующего иранской армией Амира Хатами и Мохаммада Пахфора, командира Корпуса стражи Исламской революции. В Израиле, да и не только там, призывают народ брать власть в свои руки, пока режим ослаб. Мы создадим условия, которые позволят храброму иранскому народу избавиться от бремени этого убийственного режима. Это ваш шанс создать новый и свободный Иран. Возьмите свою судьбу в собственные руки. Поднимите голову, устремите взгляд к небу. Наши силы там, пилоты свободного мира. Все идут вам на помощь. И я верю, что близок день, когда Израиль и свободный Иран возьмутся за руки во имя безопасности и мира. Help has arrived. Командование тыла обновило инструкции, отменены занятия в учебных заведениях, запрещены массовые мероприятия, воздушное пространство закрыто. Параллельно интенсивные удары наносятся по территории Ливана. Первая фаза такой атаки должна продлиться 4 дня. Армия заявляет, что проактивное оповещение направлено на подготовку к возможной эскалации. Последствия этого удара по Ирану уже появляются в сети. Обстрелы подтверждены в ряде городов. Детали операции, как обычно, пока не разглашаются. Где в данный момент находятся президент и верховный духовный лидер Ирана, точной информации нет. Государственные медиа пишут, что с ними якобы все хорошо. Но, к примеру, спутниковые снимки резиденции аятоллы показывают, что жить там, скорее всего, больше нельзя. Раньше мы с вами говорили о том, что он готовит побег в Москву, но эту информацию тоже проверить сейчас никак невозможно. Верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи убит во время авиаудара, пишут израильские медиа, но в иранских СМИ подтверждения этому пока нет. Мы уничтожим их военно-морской флот. Мы гарантируем, что террористические прокси-силы в регионе больше не смогут дестабилизировать регион или мир и нападать на наши силы, и больше не будут использовать СВУ, или придорожные бомбы, как их иногда называют, чтобы наносить тяжелые ранения и убивать тысячи и тысячи людей, включая многих американцев. И мы гарантируем, что Иран не получит ядерное оружие. Послание очень простое. У них никогда не будет ядерного оружия.
Ответ Ирана услышал весь Ближний Восток. Все страны региона, кроме Омана, были вынуждены отбивать иранские удары. В основном целями были американские военные объекты, но уже подтверждены жертвы среди гражданских. По данным иранского агентства «Фарс», под удар попала база 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Власти срочно призвали жителей страны найти безопасное место. Взрывы также слышали в Кувейте, где размещены до 13,5 тысяч американских военных. Иран запустил как минимум 2 ракеты по Катару. Минобороны страны заявила, что все цели были перехвачены системой Патриот. Но в Дохе все равно прогремели взрывы. Дым поднимался и над Абу-Даби, Дубай. Среди заявленных целей авиабазы Аль-Удейд, Аль-Салем, Аль-Дафра и объекты США в Бахрейне. При этом дипломатический трек якобы пока не закрыт. На февральских переговорах в Омане Иран якобы сигнализировал о готовности передать России запасы высокообогащенного урана и заморозить обогащение на 3 года. Но сейчас дипломатия отходит на второй план, регион балансирует на грани масштабного конфликта. И следующий шаг может изменить все. «Я не пойду на следующий срок», — говорил он, но в принципе мог бы, так что, наверное, пойду. Дональд Трамп снова играет на грани. Президент США вновь намекнул на возможность 3-го срока, заявив, что имеет право на него, потому что в 2020 году, по его словам, выборы у него украли. При этом никаких доказательств массовых фальсификаций на выборах 2020-го представлено не было. Тогда победу одержал Джо Байден. Стоит ли нам остаться еще на 1 срок? Ну, у нас есть на это право, потому что они обманули нас во 2-м туре. Если подумать, то мы на самом деле имеем на это право. В речи он пересказал тезисы своего обращения к нации, снова атаковал конгрессвумен-демократа Ильхан Омар и поделился странной историей о знакомом, который якобы заявил, что его брак стал лучше, потому что пенсионный счет вырос благодаря политике администрации Трампа. Конституция США прямо запрещает 3-й срок, но Трамп снова бросает фразу и снова запускает волну обсуждений. Планы оккупантов настолько прозрачны, что их увидели с другого конца света. Весна еще не началась, а фронт уже шевелится. И шевелится в довольно интересном темпе. Ощущение больших планов наряду с четким стремлением успеть раньше оппонента. Американский институт изучения войны предупреждает: Россия готовится к новому наступлению в Донецкой области. Под прицелом так называемый пояс крепостей и передовые позиции ВСУ. 26-27 февраля россияне впервые ударили ствольной артиллерией по поселку Беленькое. Раньше на таких дистанциях ее почти не применяли. Параллельно активно работают дроны. Удары наносятся вглубь на 20-100 километров от линии фронта. Аналитики считают это сигналом: наземный штурм может начаться в ближайшее время. Цель — перерезать логистику между городами и создать воздушное заграждение. Аналитики института подчеркивают, даже если наступление стартует, это будет долгий и изнурительный процесс. Россия пока не накопила достаточно ресурсов для решающего удара, но подкрепления стягиваются на славянское направление. Фронт снова может стать горячим. На этом фоне в Севастополе фиксируют переброску катеров от Черноморского флота. Украинское ПВО тем временем сбивает почти все дроны, которыми Россия атакует страну. Ситуация накаляется, но мы следим за ней вместе с вами. Берлин готов говорить с Москвой, но есть жесткое условие: сначала прекращение огня. Дипломатия с Россией сейчас безнадежна, говорит Фридрих Мерц, и напомнил: Орбан ездил в Москву с мирной инициативой и вернулся ни с чем. Сразу после визита начались одни из самых интенсивных ударов по гражданской инфраструктуре. Поездка французского дипломата тоже ничего не изменила. То, к чему стремится Путин, это не только расширить Россию на Запад, но и уничтожить то, что угрожает появлению демократии и верховенства права на его границах. Мы должны защитить себя и защитить Украину от этой агрессии. Вот только, как показывает практика, кремлевскому диктатору глубоко плевать на условия Европы, а также на готовность с ним говорить. Но вдруг именно это заявление станет прорывом? Как думаете? Пишите в комментариях обязательно. Нефть бесконтрольно вытекает из российского бюджета, не принося тех прибылей, которые позволяли называть страну бензоколонкой. Теперь Москва теряет крупнейшего покупателя. В январе Индия сократила импорт российской нефти на 40%. В годовом выражении более чем вдвое. И это минимум с июня 2022 года. Доля России в индийском импорте снизилась до 21%. Это самый низкий уровень с осени 2022 года. Причина — давление США и переговоры о торговой сделке
сделки с Вашингтоном. Дональд Трамп уже отменил 25% пошлины на индийские товары и заявил, что Нью-Дели обязался прекратить закупки российской нефти. Индия официально отказ не подтверждала, но США предупредили, вернут тарифы, если поставки возобновятся. Освободившиеся объемы Индия быстро замещает, Ближний Восток уже дает 55% импорта, Саудовская Аравия выходит на максимум с 2019 года, плюс возвращается Венесуэла. Ее нефть дешевле, Брент примерно на $15 за баррель. И это бьет по России сильнее любых заявлений. Президент раскрыл карты по делу Эпштейна. Нарушить молчание он решил сразу после дачи показаний в Комитете Палаты представителей. Президент США Билл Клинтон заявил, что ничего не видел и ничего плохого не делал. По его словам, он никогда бы не летал на самолете Эпштейна, если бы знал о насилии над несовершеннолетними. Я не знал о преступлениях, которые совершал Эпштейн, сколько бы фотографий со мной не показывали. Я знаю, что я видел, и что еще важнее, чего я не видел. И я знаю, что я делал, и что еще важнее, чего я не делал. Как человек, выросший в семье с домашним насилием, я не только не полетел бы на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о том, чем он занимается. Я бы сам сдал его властям. Это первый случай в истории, когда действующего или бывшего президента США фактически обязали дать показания Конгрессу. Клинтон общался с Эпштейном до его приговора в 2008 году по делу о вовлечении несовершеннолетней в проституцию. При этом официальных обвинений против самого Клинтона в рамках расследований не выдвигалось. Джеффри Эпштейн поддерживал связи с представителями элиты, бизнесменами, финансистами и политиками, вплоть до своей смерти в 2019 году. Его дело по-прежнему остается одной из самых токсичных историй для американского истеблишмента. Сейчас вы скажете, почему я не оказался рядом в тот момент. Но это история с совсем несчастливым концом. Военный самолет рухнул прямо на шоссе. Самолет перевозил новые банкноты по заказу Центробанка. После крушения деньги разлетелись по округе. На место сбежались люди. Полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать тех, кто собирал купюры. Борт ВВС Боливии заходил на посадку в Эль-Альто, но выкатился за пределы полосы, развалился и загорелся. Обломки задели автомобили. Погибли как минимум 15 человек, экипаж и люди на дороге. Позже глава Центробанка заявил, все перевозившиеся банкноты недействительны. К оплате они приниматься не будут. Деньги есть, но это уже просто бумага. А в прошлом выпуске мы говорили об оплеухе вассалу Кремля, тайная операция ВСУ и дырявая ПВО Лукашенко, из-за чего из строя вывели важный военный объект. Параллельно резкая эскалация и удар по ядерному объекту. На этом фоне Киев и Москва даже договорились о перемирии и прекращении огня, но главный вопрос – насколько этого хватит? Еще один важный момент. Многолетний соратник Путина вдруг оказался его тайным оппонентом. Внутри России атмосфера 1937 года – масштабная зачистка, под которую попали даже кремлевские пропагандисты. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.